Сегодня утром я приехал на Чимбулак, в такое красивое место, чтобы поделиться радостной вестью. Я купил Теслу. Я решил снять это видео, потому что мне самому не хватало того, кто бы рассказал, каково это управлять Теслой в Казахстане, какие версии есть, какие версии для китайского, американского, какую выбрать версию в Казахстане и как это заряжаться в городе. У нас на сайте объявлений есть очень много машин, и в основном это американские, европейские и китайские. Я сначала присматривался к китайским, потому что у нас в Казахстане очень много европейских и китайских портов зарядки, но решил отбросить эту идею, потому что на китайских Теслах не работают карты, там устанавливаются китайские версии, не работают сервисы, и говорят, что очень сложно прошить на европейскую версию. У нас по городу вообще два типа зарядок есть. Китайский порт и европейский порт. Потому что к нам в Казахстан автомобиль возят официально, то его, естественно, подставляют с европейским портом. Если автомобиль везен китайский в серую, или, например, тоже в салонах, скорее всего, есть, то у него, соответственно, будет порт зарядки китайский. У меня машина американская, порт зарядки у нее тоже американский, поэтому мне нужен переходник. К счастью, переходник с европейской на американскую практически идет без потерь, поэтому я пользуюсь активно им. Переходник китайской зарядки на американский порт, он чуть-чуть имеет свои особенности, то есть он максимально может давать выходной ток где-то около 7 киловатт в час мощность. Переходник с европейской зарядки может выдавать вплоть до 250 киловатт в час. Почему это так? Китайский порт, он на самом деле чуть посложнее, чем европейские и американские, поэтому машина, которая поставляется с Китая, будь то это Tesla или китайский автомобиль с Китая, они имеют собственный протокол, там собственные мозги, которые управляют этим портом зарядки, поэтому наши, к сожалению, вот эти вот зарядки, переходники, которые используются с китайской, у них эти мозги тоже внутри есть, но они не сильно мощные, конечно, и поэтому они не могут передавать больше 7 киловатт в час. Есть поменьше, но я пока не встречал на просторах интернета больше, чем 7. Ритуал зарядки автомобиля начинается со следующего. Во-первых, мы встаем на зарядку, которая нас интересует. Это, в моем случае, европейский порт. Берем порт зарядки, подключаем переходник к зарядке, открываем порт и вставляем. Теперь нужно сделать в приложении парочку манипуляций, и зарядка пойдет. Вот мы активируется.
установление связи. Происходят какие-то этапы проверки. И похоже, что началось, судя по звуку, зарядка начинается. Все, дело пошло, отображается мой текущий заряд 65%, и ток пошел. Отлично. Машину я заряжаю до 80%, потому что это рекомендую делать для европейских и американских машин. Зарядка до 80% – это режим ежедневного использования автомобиля в рамках города. Зарядить на 100% – это, конечно, можно, но это быстрее изнашивает батарейку, и это полезно только если я точно знаю, что я, зарядив ее до 100, проедусь настолько, что она разрядится назад до 80 и даже ниже. Это как раз-таки полезно, когда мы едем, например, куда-то по трассе в другой город или там на отдых. В общем, поездка нам присоединительная, поэтому можно смело зарядить на 100% и ехать вперед. В плане безопасности у Tesla очень много интересных функций, наверное, благодаря которым я ее, собственно, решил взять. Если, например, едешь в полосе и подъезжаешь к ее краю, то машина начинает об этом мигать, вдруг ты, например, начинаешь засыпать за рулем, и машина тебя об этом будет. Если машина впереди начинает резко тормозить, а я, например, не начинаю тормозить, то машина об этом тоже подает громкий звуковой сигнал. При этом, если машина впереди затормозила, а я не торможу совсем, то машина затормозит вместо меня. У нас в регионе, к сожалению, заблокированы функции автопилота, но при этом доступна функция авторуления. То есть машина движется в рамках одной полосы, она может подруливать, если дорога меняет направление, но не перестраивается и не едет в какую-то точку на карте, к сожалению. Тем не менее, это авторуление очень помогает, когда нужно где-то отвлечься или, в принципе, поиграться. Да, на самом деле, все-таки мне еще пока, после недели езды за рулем, мне еще немного опасно и опасливо ехать и доверять машине полное управление на дороге. Сейчас мы посмотрим, как машина сама паркуется. Сейчас на экране я вижу, что есть парковочные места. Я попробую выбрать автопарковку. Стартуем. Машина начинает сама парковаться. По камерам видно, как она паркуется и что она делает. Все, она припарковалась. Отлично, парковка завершена. Управление машиной осуществляется через планшет. Вот, например, нажимаем на эту кнопку и видим, что здесь идет управление, зеркала, блокировка окон, включить-выключить дворники, фары, например, сложить зеркала и так далее. Например, в меню динамики можно настроить, насколько сильно будет машина ускоряться. В спокойном режиме это стандартный режим, а в спорт-режиме любое малейшее нажатие на педаль газа приведет к тому, что машина просто сорвется вперед, все за ней не унесутся. В режиме паркинга в машине доступны следующие сервисы: Netflix, YouTube, TikTok. Я пробовал пользоваться только YouTube. На благо безопасности эти функции не работают, когда машина в режиме драйва. Впереди зима. Посмотрим, как машина будет вести себя в холода, насколько будет хватать заряда и вообще стоит ли оно того. Я не знаю, что ждет меня впереди в плане опыта эксплуатации электромобиля, но я думаю, что путешествие будет очень интересным.
Вот, короче, мы приехали на вот этой выпендрежной тачке, вот к этим выпендрежным зарядкам электромашин, чтобы вот этот выпендрежник в зеленой худи снял видео про свою выпендрежную машину Теслу. Покажи, в какой худи ты. Да, блин. Ну, это не считается. Нет, только он выпендрежник в зеленой худи.